Я хочу вернуть своих детей. И я просто без них не представляю свою большую жизнь. 2 года назад сгорел дом. Их отняла у меня моя тетя родная. На следующий день мне мужчина позвонил. И что сказал? И сказал, не дай бог ты подойдешь к старшим детям, ты потеряешь еще и маленьких. И вы решили к ним не подходить? В каком состоянии дети были? В ужасном состоянии. В шее полные головы. Даже у тебя ты вшивая была. Она наркоманка? Она употребляла какие-то зелененькие пакетики. Она хотела покончить с собой. То, что ее свекровка бывшая выгнала с дому, а Варвару оставила у себя. Давайте ее в студию все-таки позовем, Ларису, и спросим, что же там произошло с ребенком, почему он сейчас в детском доме. Добрый день! Очень часто в этой студии мы говорим о бездействиях органов опеки. А в этой ситуации очень хочется понять, их действия во благо детей или лучше бы они бездействовали? Посмотрим. Сегодня в нашей студии Яна Чекина, которая очень хочет вернуть своих детей. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько у вас детей? 3. А где ваши дети? Мои дети, у меня, получается, 2 года назад сгорел дом, и мне предложили помощь, и согласилась на эту помощь. По итогу я потеряла своих старших детей. Младшая осталась при мне. А что значит потеряли? Они же живы? Просто вы так говорите, дом сгорел, детей потеряла, страшно становится. Нет, их отняла у меня, получается, моя тетя родная, по отцу. Она Как родная тетя могла отнять детей? Она позвала меня, помощь предложила. После того, как у вас сгорело жилье? Да. Она вас позвала пожить у нее? Да, пожить у нее. У нее по соседству дом сдавался, с последующим выкупом предложила. Я, согласилась, я приехала с детьми, там работы Со всеми нету. детьми? Да, со всеми 3 детьми. Я приехала к ней, но работы там не было. Там сенокос все закончилось, дети пошли в старшую школу, а с младшей она отказалась сидеть, сказала, я с маленькой не смогу сидеть, с Варей. Я сказала тете, что я поеду в город устраиваться, и Варю там найду с кем оставлять. А у детей один отец или разные? Нет, разные отцы. У всех 3? Да, у всех 3. А где они? Они никогда не участвовали в их жизни. Они в свидетельство о рождении вписаны? Нет, они не вписаны. У средней папа умер. А почему не вписан у средней папа? Мы разошлись сразу же, когда Послушайте, вы бы сейчас пенсию по родила. потере кормильца получали. А Мишин отец где? Мишин отец, я еще беременная была, он сразу мне сказал, либо я, либо ребенок. Понятно. А Варин? А Варин, мы расстались буквально недавно с ним, его посадили. Вы разошлись, когда он в тюрьме уже сидел? Да. Ага. То есть вы Так, по переписке разошлись? Давайте дальше, Да. Ян. Значит, вы забираете младшую и уезжаете. Куда? Я уехала в город, сначала В какой город? в Улан-Удэ уехала. А они в деревне остались? Да, они в деревне остались у тети, я нашла неофициальную работу пока, временно. Какую? Я кассиром устроилась у нас. Сколько вам обещали платить? 1200-1300 за смену. Так, а ребенка куда? А ребенка, там они, когда я могу, например, выйти, я звоню, что я могу выйти, и оставлять я, с подружкой хотела, Как далеко тетушка ваша живет от Улан-Удэ? 30 километров. 30 километров. Вот смотри, вы уехали, чтобы деньги зарабатывать. Могу я предположить, что детям вы ничего не отправляли? Я когда уезжала, я сразу же оставила немаленькую сумму тете. Какую? Я скинула ей 78 тысяч. Откуда они у вас были? Это, получается, я не получала детские на Варю, и у меня задолженностью, когда оформила, они полностью все пришли у меня. То есть давайте так, скопом я это вы оставила. оставили детские деньги ей, поскольку дети у нее были. Да, Но это нормально, нет ведь?
Да. У меня вопрос другой. С тех пор, как вы нашли временную работу и переехали в город, вы детям что-нибудь посылали? Ну, я еще даже заработать не успела. Там прошла неделя только. Как я уехала в город, И и мне что? тетя позвонила, что я ей должна денег отправить. Ну, правильно. А Вы же что, уехали неделю дети работать. должны были голодные сидеть? Как часто вы после того, как уехали в Улан-Удэ, видели детей своих? Больше уже потом не видела, потому что мне позвонили с угрозами. Кто? М, Я не знаю, какой-то мужчина позвонил Через сколько мне он вам со позвонил? скрытого номера. Через сколько он после вашего уезда позвонил? Так, через неделю мне тетя позвонила, и буквально мы с ней поругались на почве этого. И, получается, на следующий день мне мужчина позвонил И что сказал? и сказал, не дай бог ты подойдешь к старшим детям, ты потеряешь еще и маленькую. И вы решили Я к ним не реш- подходить? Я, ну... Вы не знаете, никто вам звонит, ни с какого телефона. Вообще посторонний человек говорит, больше к детям, к своим не подходи. Там со скрытого номера Какая позвонили. разница? У вас есть для этого полиция. Пошли и написали заявление. Я ходила в полицию, полиция мне отказала. Вы заявление писали? Я писала заявление, но оно ушло в их район, и их милиция мне отказывала. В органы опеки вы обращались? В органы опеки я не обращалась. Нет, не обращались. Правильно. Потому что органы опеки мне как бы ничем бы в этой ситуации не помогли. И сколько вы детей не видите? 2-й год уже. 2-й год. Отлично. За это время вас успевают лишить прав на этих детей, верно? Да. А вас вызывали на суд? Мне позвонили 1 марта, но я была в Какого Краснодаре. Прошлого года, получается. 1 марта позвонили, но я была в Краснодаре. И мне за час до заседания позвонили и сказали, что вот у вас заседание. Я говорю, я с Краснодара зачем? даже не успею приехать что вы за делали? это время. Что вы делали в Краснодаре? Я написала письмо В через Краснодаре вы почту что отправила. делали? В Краснодаре я увозила сюда младшую, хотела вернуть, когда старших своих, я привезла сюда в Краснодар, как бы, получается, Сюда младшую. это куда? В Краснодар. Ну сюда куда? Вы кому ее оставили? Свекровки привезла, свекровью, как бы, еешнего папы, матери. Привезла, оставила, поехала в Улан-Удэ, и я хотела там забрать своих детей. И что, Я- получилось забрать своих детей? Нет, я, честно говоря, я поехала туда с мыслью, что я просто приеду, подъеду к школе, заберу своих детей, и уже тете позвоню и скажу то, что детей я забрала. Это было когда? Уже после того, как вас лишили родительских прав? Нет, это было еще до этого. А Еще почему да. не получился этот прекрасный план? Потому что я когда приехала в Улан-Удэ, получается, на следующий же день мне позвонили с опеки и сказали, что мы знаем твои планы, что ты хочешь выкрасть детей, не дай бог ты подойдешь к ним. Подождите, вы нам Подождите, но сказали... вы мать, вы не лишены прав, вы не ограничены в правах. Вы их законный представитель. Никакая опека никогда бы в жизни не позволила вам такое сказать, не имея на то оснований. Это тетин район, она там всех знает. А вы на учете стояли в опеке? Я в том районе никогда не В другом проживала. районе вы стояли Нет. на учете? Нет. Органов Никак- опеки когда-то были к вам претензии? Нет, никогда не То есть было. вы хотите сказать, Я что ваша никогда с тетя в ними не сговоре с сталкивалась. местной опекой, это все ее подружки, и поэтому они могли творить все, что хотят, так? Я считаю, что да, так, потому Хорошо, что она давайте, стоп, через стоп. пару недель получила свидетельство о рождении на моих детей. Как она могла получить свидетельство? А вы ей о давали доверенность? Нет. Мгм. Ладно, давайте дальше. Варя-то где? С Варей произошло то, что пока я была в Улан-Удэ, у свекрови, получается, ну, как она мне рассказала, что они поехали в больницу, там Варя заболела. У нее то, что у Вари в графе «отец» стоит прочерк, и у нее, ну, как бы нету недоверенности, ничего на нее, у нее ее забрали. Я написала ей эти доверенности. Она Да. забрала Варю. Она забрала. Но потом через какое-то время, да, я ей звонила, она не брала трубки, и буквально, ну там месяц, может, прошел, и она, получается, звонит мне и говорит, Варя уже 3 дня как в детдоме. Я говорю, ну, Варя. Подождите, еще раз. То есть вы месяц не могли дозвониться до своей свекрови, у которой находилась ваша маленькая Да, я дочка. дозванивалась только до ее дочери. А вы спрашивали у дочки свекрови, потому что почему ваша свекровь не берет трубку?
Она не хочет с тобой разговаривать. А никак. почему? Не знаю. Ну как так почему. не бывает, не знаю. Я откуда знаю, что Как у это, неё ну вы в не знаете? голове? Послушайте, ваш ребенок живет у тетки, которая не хочет с вами разговаривать. И вы продолжаете жить в другом городе, работать. Ну я правда не знаю, что вы хотите от нас-то. Ну так не бывает. Смотрите, что происходит на самом деле. Ну, вот как я понял из вашего рассказа. Вы бросили детей двоих, старших, на тетку. Младшую на свекровь. На тетку, да. Денег им не посылали, никак в их жизни не участвовали. Звонить боялись, потому что вам какой-то мужик позвонил. У вас созрел план забрать их из писала школы. сыну. Подождите, у вас созрел план забрать их из школы, он тут же рухнул, потому что вы опять же боялись опеки. Вы уехали в Краснодар, вернее. Я не боялась даже опеки. оставили я просто... там на свекровь младшую, опять нифига не появлялись в ее жизни, вас лишили прав на двоих детей, а на Варю лишили или нет? Мне сообщил только розыск об этом. Что вы лишены прав. Да, Поэтому что меня вы в заочно розыске. лишили родительских прав. И на И Варю Варю тоже? забрали. Нет, стоп, и на Варю тоже лишили? Так это про Так Варю это идет вот речь. заочно меня лишили родителей. Ну, раз Даже вы знать- в суд не приходите, конечно, заочно. Почему вы не пошли в суд? Так мне один раз позвонили с опеки и сказали, что у вас будет такого числа заседать. И? Я подумала, ну зачем? Ребенок при мне, ребенок со мной, я его обеспечиваю. Вы себя слышите, нет? Вам звонят из опеки, которой вы боитесь до ужаса. По крайней Нет, мере, это в по крайней Краснодаре мере, в уже все Улан-Удэ. происходит. А краснодарскую опеку вы не боитесь. Вам звонят из опеки, говорят, милая, суд о лишении родительских прав такого-то числа. Вы говорите, да ладно, у нас все хорошо, какой суд, вы что несете пургу? И не идете на суд. Суд, естественно, заочно. Так на нас Лишает же вас ни жалоб, ничего Перестаньте нету. фигню нести. Такое ощущение, что вам 9 лет. Я Ни никогда одному с своему опекой поступку- не сталкивалась и не знала, Ни что они одному так своему будут поступку, о поступать. которых вы здесь говорили, вы отчета не отдавали. И сейчас не отдаете. До программы вы нам сказали, что вы узнали, что вас лишили прав на старших детей только когда детские перестали получать. Значит, все то время, что вы не были лишены, вы эти детские получали, а дети их не видели. Верно ведь? И свекровь Я к вам имела отправляла. претензии хотя бы потому, что вы, Я оставив Варю, отправляла опять-таки, детям. У меня снимали через госуслуги деньги. это когда вас лишили родительских прав, с вас Нет, снимали нет, алименты. У меня и до этого уже были алименты. На каком основании? Я не знаю, на каком основании, но у меня снимали алименты. Понятно. Вот мы ни слова правды здесь не А услышали. кто может подать на алименты, если у детей Но есть я вам только могу мама? свои госуслуги Послушайте, ну открыть, это там просто видно, чушь когда полная. я начала Я вам платить говорю, алименты. что вы нам до и когда программы, меня это ваша лишили. прямая речь. Мне перестали платить детские, и так я поняла, что меня лишили. А сколько алиментов с вас вычитают? 33%. А почему 33? У вас 3 детей, должно быть 50. 50%, конечно. Я не знаю. У меня пришел исполнительный лист на 33%. Видимо, на старших. Варя старших. находится где? Не знаю, где она сейчас Где находится. Варя, вы не знаете, а Миша и Роксана живут с вашей тетей. Да. Но я так понимаю, что вы сейчас что-то все-таки сделали, чтобы вернуть Варю. Да, я написала заявление. Какое заявление? Заявление о восстановлении родительских прав. Так, а на старших? А на старших пока я не могу написать. Это в Улан-Удэ. Я же не разорвусь опять на 2 города. Опять буду бегать туда-сюда. И получится, что я ни тех, ни этих не То заберу. есть сейчас вы занимаетесь Варей? Но я собрала документы, отправила все. Но до сих пор у них движения нету по этому заявлению. А вы когда последний раз со старшими детьми и с тетей общались? Летом Какого года? 22-го. У вас возможность будет сейчас посмотреть на своих детей год спустя, но только на экране. Давайте и мы посмотрим. Меня зовут Алена. Я взяла старших детей Яны под опеку. Теперь мы полным составом живем. У нас появились детки, Роксана, Миша. Пойдемте, я вам покажу. Здесь у нас Миша, комната Мишина. Книжку читаем. Занимается всегда. Ну, раз
Ну, час, наверное, каждый день, до час по часу мы читаем. С папой догоняшки играем. Ездим постоянно на рыбалку. Маме по огороду помогаю. А папе в гараже что-нибудь делаю. Что пальцем этот клапан прижимаю сюда. Так, небось, потихоньку нажимаю, потихоньку. Его вот так пускай крутит. И все, вот так час будешь стоять, шорты течь. Роксана помощница моя растет, да, моя девочка? Яички собрала, вот курицы у нас несутся. Как дочка она мне. Так я Ходит. с вами все время хвостиком бегу. Да. Миша сразу сказал, что он хочет с нами жить. Если меня заберут, сказал, я убегу. Ты хочешь с нами жить? Да. А Миша? Тоже хочу. Да. Как вы думаете, почему дети так говорят? Я думаю, то, что они уже накручены. Ну как накрученные? Ваш старший ребенок, ему 13 лет. Это достаточно взрослый возраст для того, чтобы сказать, нет, я хочу жить со своей мамой. У вас были плохие отношения с детьми? Нет. Никогда у нас не было плохих отношений с детьми. То есть вы считаете, что это тетя их накрутила, да? Да, я считаю, Давайте что у это нее так. спросим. Алена, идите к нам. Здравствуйте, студия. Здравствуйте. Здравствуй, Яна. Мне тебя очень жаль. Я смотрела тоже все, слышала все, что ты сказала. Но у тебя столько лжи. В чем у Во меня всем? ложь? В Во чем? всем? Ну вот скажите, Во в всем, чем ложь? начиная у нас с денег каких-то начала. Я люблю твоих детей, я люблю Да, твоих я детей вам как не родных. отправляла Как родных. 78. Нет, когда Да. ты отправила? Перед Когда? тем, как мне уехать. Ты получила? Когда я Мише велосипед купила. А, ты Я вам- отправила? Я вам не отдала Ты их. получила Я их вам- 78 тысяч. Я вам отдала их. Правильно? Ну ты сидишь и лжешь. Ты сидишь и лжешь. Давайте по порядку. Как дети оказались у вас и что там за история с лишением? Так, дети оказались у нас. Позвонила она. Ей Она вам кем приходится? Она вообще? приходится, мне племянница, старшего брата по маме, дочь. Мгм. Позвонила она мне летом 21 года. Она позвонила, сказала, что погорел дом у нее. Не дом, а комната. Я была там. Я говорю, приезжай. Она, денег нету, я не работаю, кушать нечего детям. Через 3 дня она приехала с детьми ко мне. В каком состоянии дети были? Дети были в ужасном состоянии. Роксана было после дождя ливень. Роксана была в 39-х размер кроссовки на ней. Не Китайские. было Ну, да ты 39-го что? размера. Ян, на я ней. сейчас выведу вас из Ну, студии. а Детей что вы же не тогда увидите лгать-то? никогда. Зачем Да. лгать-то? Она не была никогда в 39-й, не таскала. Одеть нечего было. Вшей полные головы. Даже у тебя ты вшивая была. Нет, я не Нет. была, да. Даже соседки Как попросила объяснить, что не съездить. надо с ней разговаривать? С вами Давайте так, говорить? Ален, вы на меня смотрите, мне рассказывайте, хорошо? Попросила Я не трогаю. соседку, я говорю, такое дело у нас в таком 21 век, я говорю, ну в шее, говорю, полные головы у всех, даже у нее. У меня Она не было. съездила, купила Дети накупались жидкость в какую-то, фонтане. попросили ее, она даже помогла за этого. Дети накупались тогда в закрой рот, фонтане. рот Стоп, закрой. стоп. Ян, уходите. отсюда. Я приехала Яна, и вам сказала Ян, то, что Яна, вы вот слышите так меня? и так получилось. Ну, понятно, Смотрели просто... мне голову, у меня Ян, вы нет. просто Ян, своим... Даже Ян, я не успела Ян, еще отдохните за заразить. кулисами. Редакторы, заберите Яну, пожалуйста. Объясните ей, как надо вести себя в студии. Ложь, мы вот а это мы вот пока слушать послушаем вас. историю. Скажите, пожалуйста, она в обычной школе училась? Она училась в обычной школе. Она очень странно себя ведет. А странное ведет у нее, что с мозгами, это что она употребляла. Она наркоманка? Она употребляла, это сказала мне, которая Роксаниного отца, умершего, сестра. И ребенок мне рассказал про какие-то зелененькие пакетики. Давайте дальше. Вот как дети-то у вас остались? Пришла с работы, у меня сидит Роксана дома, в Зимовье вернее. У Роксаны спрашиваю, а где мама? А мама уехала. Звоню ей, и она говорит, я на обеденном микрике уехала. Поживу недельку, подумаю, как дальше жить. Все.
Она И сваривает? по сей поры... С Варюшкой, да. И по сей поры она думает. И с тех пор ее нет. Все. То есть вот Приезжала эта она... вот история, что она поехала на заработки, с вами договорилась, Никакие заработки. что вы ничего. отказались сидеть с Варей, сказали, буду сидеть только со старшими, работы там нет. Это все вранье. Это все ложь. Мгм. Это все ложь. И сколько она не появлялась в жизни детей вообще? Ну, в том году год прошел. Год с Прошел лишним. год. Она уже была лишена родительских прав или нет? Временно у Ограничено. нее, да, ограниченная. Она знала об этом, я ей звонила. Ага, говорила. то есть вы ее предупредили о том, Знала что она она, ограничена в правах. что я буду подавать в опеку, обращаться в опеку, потому что у меня нет документов, ребенок болеет, как у меня же нет это, конечно. Да, у меня только была карта, и то не у меня, а у детского педиатра. Я так понимаю, что органы опеки, когда поняли, что дети с вами живут, они сделали дубликат свидетельства о рождении вам, верно? Да, И тут же дали вам временную опеку. да. Да, а потом, когда они вышли в суд, сначала об ограничении, она не появилась, Нет. потом о лишении. А когда ее ограничили в правах, Минутку. вы ей об этом сказали? А ей звонила опека. И сказали, что И ее сказали, ограничили в да, правах? и предупреждали, и письма отправляли. А сейчас статус детей какой? Вы официально оформили Да. опеку. То есть вы прошли школу приемных Да, родителей. прошла школу приемных родителей, все прошла. А можно вот про детей спросить? Вот мы когда смотрели сюжет, они как-то очень категорически настроены и по отношению Миша к маме сильно не обижен. хотят возвращаться. Почему? Они сильно обижены, во-первых, что когда перед Мишиным днем рождения она позвонила и сказала, что купила ему телефон. Какой ты, Миша, мечтал? Я купила телефон, я тебе его привезу. День Судя рождения. потому, что она позвонила и говорила с Мишей, вы разрешали общаться Да, с детьми? Да. Не запрещали Ну, нет, никогда? конечно. Просто она-то нам сказала, что вы ее не пускали, из-за этого она не ездила. Что позвонил какой-то ваш друг с закрытого номера и сказал, еще раз к детям подойдешь, лишим тебя еще и младшей дочки. И Миша обиделся на то, что мама пообещала и не приехала. Она даже не позвонила в тот день. Он ждал, ну она же пообещала телефон привезти. А ребенок ждал день рождения, телефон, похвастывался там мальчишкам, что ребят пригласил, застолье, сидит, ждет, а тут даже звонка не было. Я вызываю такси, еду, покупаю телефон, дарю ребенку телефон, чтобы Ну, понятно, ребенку что не праздник обидно не было. испортить. Скажите, Если Яна успокоилась, я хочу, чтобы она в студию пришла, поскольку сейчас будет сюжет о том, как дети маму вспоминают. Я бы хотел, чтобы она это видела. Ян, мы вас позвали сюда для того, чтобы вы посмотрели на детей своих лишний раз и послушали то, что они про маму говорят. Давайте как раз это сейчас прямо и сделаем. Мы с Яной жили хуже, чем здесь. Она, когда уходила, мы оставались одни. Мы ходили, металл собирали, потом сдавали. Надо было накормить. Еще когда мы под окнами убирались, ну там еще. Она говорила то, что если найдете, вот показывала прям вот такие квадратненькие мешочки, мне отдавайте. Ну, сразу же ясно, то, что это лоскутики. Когда Миша позвал ее на день рождения, она не приехала. Когда я ей позвонила, сказала, приезжай, пожалуйста, на мой день рождения, она сказала, хорошо, приеду. Я ее ждала. Даже маленько ночью не спала, пока ее ждала. Она так и не приехала, мне было так обидно. Яна вообще сейчас не звонит нам. Она хочет нас забрать теперь, потому что Варю забрали. Это же была ее последняя надежда, чтобы получать алименты. У нас появились новые родители, мама, папа. Это Алена и Андрей. Нам очень нравится здесь жить. Много забот, любви. Я люблю очень свою маму и папу очень сильно, потому что они всегда нас любят и везде Почему я, не Миша? бросают. Вы звонили мне Везде на счет всегда нас денег. возят. Ну, ты Я их дрянь. очень люблю. Вы мне Вообще звонили, денег просили. Я просила я тебя. поняла, что вам не интересно, о чем говорят ваши дети, потому что вы их не слушали. Дети А рассказывали ей о не том, нужны дети. Потом- Ей дети нужны деньги. рассказывали о том, что вы употребляете наркотики. Э. Это со слов тети. Во, Вы употребляли наркотики? Нет. врет. Нет. Конечно, врет. Это абсолютно Врет, очевидно. нагло Нет. врет. Самое, что удивило в этой истории, как быстро дети стали называть мамой тетю. Вот меня больше всего это на видео шокировало. Они говорили: мама,
папа? Мы сами были в шоке, когда они решили нас И как называть. они к вам тянутся, как они хотят этой любви. Ну, это просто так не бывает за столь короткий срок. Поэтому, Яна, делайте представьте себе выводы. быт этих детей до. Вот и все. Ален, скажите, пожалуйста, вот она в правах собралась восстанавливаться на детей. Отдадите ей? Нет, Слава богу. нет, не отдам. Дети хотят жить с нами. Оказывается, есть такие люди, которые считают Яну прекрасной мамой. Это ее новые друзья, которых она в Краснодаре приобрела. И одна из них приехала к нам в студию. Просто не знали, как она жила до этого. Это ее соседка. Фатима Пономарева. Здравствуйте. Здравствуйте, Фатима. Знаете, Ален, я вам хочу сказать, я знаю как бы недавно, но я хочу сказать вам то, что я ее знаю с другой стороны. С какой? С какой? Я вам объясню. Когда случилась беда у Яны, она познакомилась с моим племянником. А какая беда у нее произошла? То, что ее свекровка бывшая выгнала с дому, как она мне сказала, и выгнала с дому, а Варвару оставила у себя. И знаю, насколько она мне сказала, Яна, то, что свекровь выпивает там, и выгнала ее с дому. И получилось так, что мой племянник познакомился с ней в этот момент. Она хотела покончить с собой, утопиться, Яна. Он мне позвонил, говорит, Фатима, говорит, вот такая ситуация, говорит, то, что там девочка в беде, там, ну я как думаю, поговорила с мужем, говорю, Жень, говорю, у ребенка, там с ребенком, девочка Яна, они начали встречаться с племянником с моим. А вот в чем дело-то? Я наблюдаю за ней, потому что посторонний человек, я ее знать не знаю. Но я не заметила ничего плохого за ней. Я не заметила то, что она выпивает, то, что говорит Алена, то, что она употребляла какие-то наркотики. Я этого тоже ничего такого плохого не заметила. Фатим, скажите мне, пожалуйста, а вы Да. знали, где ее старшие дети? Да, она говорит, она у тети. Типа, тетя меня лишила материнства. Я говорю, а как тебя тетя лишила материнства? Говорю, на то же, говорю, какая-то причина же есть. Говорю, просто так, говорю, детей никогда не забирают. Все верно. Вот, она мне рассказывает, то, что у них сгорел дом, и она попросила помощи у тети. И она поехала до этой тети, и там начала жить у тети, помогать Фатима, тете, вот смотрите, вы сейчас нам перескажете ровно ту историю, которую Да. мы слушали уже от самой Яны. Просто разница в том, что мы вот все в эту историю не поверили, А а вы вы поверили. почему-то поверили. Но знаете, Юль, я все-таки могу сказать то, что когда она со мной жила, Яна, первое время, да, я не заметила за ней ничего плохого. А сколько вы с ней жили? Она у меня прожила месяц, пока мы нашли ей жилье. Скажите, но этот месяц она была с ребенком маленьким. Да. То есть, может быть, у вас к ребенку все-таки жалость? Вы такое деятельное участие принимаете в ее судьбе, не зная о ней ничего, только с ее слов. А вы слышали вообще, что дети говорят про маму? Да, я слышала, конечно, то, что говорят про маму. Я, конечно, надеялась, что очень скучают дети. Дети не скучают по маме. Она абсолютно неадекватно себя ведет. И это никак не связано с тем, что у нее нет детей. Ну, я считаю, что любая мать должна быть второй иметь шанс. Любая мать. Три А раза где она шанс плохая? давали. Послушайте, Я вы сказала, сейчас плохая просите не о была. 6-м шансе, а не о 2-м. Дальше Так идем. а что Вы думаете, говорите, за что 2 года не рассчитается, свекровь, злая свекровь взяла и просто отдала девочку на растерзание государству. Но у свекрови Ларисы Былковой, у нее как бы другая точка зрения на то, что происходило. Давайте посмотрим. В этой комнате мы с Варюшей проживали полгода. В этом месте стояла кроватка. В 2-м ярусе она спала, здесь столик, здесь шкафчики. Тут развивающие игрушки, кубики, шарики, книжки. Живя с мамой до 5 лет, ребенок не умел разговаривать. И поэтому я начала с ней заниматься потихоньку. Ребенок начал развиваться, общение с детьми во дворе у нее было. На этой колоде она написала Деду Морозу письмо, мечтала о большой кукле. Говорю, какой вот это тебе нужна кукла? Она показала. Куда рука достала? Когда Яна забрала девчонку, у меня совсем все пропало, весь смысл жизни. Не могут же все обманывать Фатима. Ну вот все вокруг. Кто знает ее чуть больше, чем вы. Давайте ее в студию все-таки позовем, Ларису,
И спросим, да, что же там произошло с ребенком, почему он сейчас в детском доме. Здравствуйте. Яна, вот мы когда тебе предлагали помощь, ты отказалась от этой помощи, а сейчас бегаешь по чужим людям, которых без году неделя знаешь, и Так вы злитесь из-за того, что я вашего сына тетю бросила. всяко ты охаила, нас всяко охаила. Расстался, да, с вашим сыном. И что? Когда что ты с теперь ним рассталась-то? злиться? Когда ты с ним рассталась? Когда он отбывал срок, а ты тут что? бегала, знакомилась с племянниками? Я тогда еще Терялась на месяц. Ты терялась, ты 4 месяца не была, тебя не было. Ларисочка, Когда давайте дети- всё-таки Ты когда от тети уехала, бросила детей там, потом приехала с Варей к нам, потом поехала опять Она вас обманула. якобы восстанавливать родительские права на детей. Это была ложь. 4 месяца тебя не было. То есть она оставила вам Варю и на 4 месяца уехала? Да, якобы восстанавливать А куда на детей. самом деле она уехала? Почему она привела ребенка к вам и сама переехала? Мы ей, когда у нее случился этот пожар, мы ей предложили, вся моя семья, дети предложили ей помощь, потому что как Подождите, вы мой предложили, сын потому что был думали, на- что она до сих пор с вашим сыном? Но он который как сейчас- находился... Я понимаю, но она может дождаться, может не дождаться. Да, Вы что это- думали? Но что- мне да? жалко было детей, я вот предложила Понятно. помощь. Ну, послушайте, и это Варя- все равно ваша внучка кровная, Да, правильно же? это И вы внучка. предложили. Но она как бы переиграла все, поехала к тете, вот к своей нашла тетю. Ну, живи у тети. В итоге с тетей разругалась, что ли она там рассказывала. В марте месяце мы ей предложили помощь, она приехала к нам. С Варей. Да. Сколько она пробыла у вас? Ну, месяц-полтора уже точно А не потом знаю. И уехала. поехала восстанавливать права. И Варя осталась с Потерялась вами. на И весну пропала и на лето. 4 месяца. Пока ее не было 4 месяца, она присылала какие-то деньги Варе? Нет, вот именно что... Я Гале отправляла. Что ты отправила? Один раз? Не один раз. Сколько денег она прислала вашей дочке Гале? Ну, около 2000 она вперед присылала. 2000 один раз. И всё. И больше не четыре месяца. присылала. Один раз. Несмотря на то, что я так понимаю, что пособие Варю. на Варю она получала, да? Да, и ни копейки не отправляла. Хорошо, дальше. Что, Я какая же не судьба? получала Потом у пособие. меня получилось, ну, то, что ребенок Галя, она содержала и Варю, и меня, и квартиру, и училась, и работала. Как ребенок оказался в детском В детском центре? доме это начали звонить с опеки, узнавать, где ребенок. А потом предложили мне в нашу опеку обратиться, чтобы найти Яну. Она на связи не была. И вы объявили ее в розыск. Вы сами трубки не Это брали. опека. Это... Так, Ян, и все. Можно все, я кое-что? все. Почему Нет, я стоп. трубки Да, не брала? Саша, что Потому вы хотите что как сказать, ей не Фатима? позвонить, Я не могу она эту всегда ложь меня слушать. ругала, материла, вот так вот же себя в истерическом виде Еще один вела. звук. Один звук. Я просто вышвыриваю из этой студии навсегда. Хорошо. Родство она отказывается заключить на Варю, а помощь требует. Ребенок голодный, отправьте то на молоко, то на макароны, то на рожки. Мы как ей могли, там, ну сколько могли возможности, столько отправляли. Она сказала, что она, как только узнала, что ребенок в детском доме, она прилетела, Это второй раз уже. прилетела Это и забрала вот, ее. это уже Второй второй Первый раз раз. я вам доверенности написала. Пожалуйста. Это ты мне доверенность написала генеральную ради того, чтобы я ее забрала с Ависа. Второй А раз. второй раз мне не дали ребенка, потому что я в действительности... А как второй раз ребенок оказался в детском доме? Так как ты опять уехала в Улан-Удэ? Как? Я была еще Работать. в Улан-Удэ. Я еще тогда была в Улан-Удэ. Я Так еще же даже не потерялась, приехала. так же тебя не было, так же нам нечем было как ребенка на что ребенок содержать. оказался Я в детском сидела, я доме? пенсию получала бы пенсию, я бы содержала ребенка. Как ребенок оказался в А детском тебя, доме? Что Яна, не значит было как? никакой Когда у ребенка помощи. рядом с ней нет представителя, Почему, нет Маша? родителя, Почему ребенка твоя забирают в тетя, детский твоя дом. забрала тетя, мои ребенка? дети должны Она сама содержать. Яна, к вам увела. вопрос. Как ребенок оказался в детском доме? Яна, к вам вопрос. Это вы же мать. Так я спрашиваю, кто отвел его туда? Это вопрос, который вы должны... Это вопрос, Вы на же который... самостоятельно туда Потому отвели? что начала не мне могу звонить опека, узнавать, где находится твой ребенок. Мы слышали, что Яна уже написала заявление в органы опеки, верно ведь? И мы слышали комментарии органов опеки Улан-Удэ. А сейчас нам хочется послушать комментарии органов опеки Краснодарского края, чтобы было понятно все-таки, какие у них основные претензии к этой маме.
Яна Чекина в настоящее время лишена родительских прав. Решение вступило в законную силу. Перед судебным заседанием с ней неоднократно связывался секретарь. Но она в агрессивной форме говорила о том, что никуда я не приду, ничего приносить я не буду. Мама, по сути, как родитель себя не проявляла. Она за ними не ухаживала, она не участвовала в их жизни. Здесь ситуация, по которой был инициирован иск органам опеки ОЛОН-УД, мама оставляла детей на попечение третьих лиц, вела миграционный образ жизни. И если там она оставила своих старших детей на попечение родственницы, то в городе Краснодаре она оставляла у так называемых биологических родственников, то есть которые юридически никакого отношения к ребенку не имеют. Она обратилась с вопросом о восстановлении родительских правах. Ей был дан предположительный такой перечень документов, официально трудоустроиться, где-то проживать, не мигрировать с ребенком, понимать, что ребенок нуждается в медицинском обследовании, дополнительном образовании и так далее. То есть все это было ей разъяснено. Другие родственники не обращались? Нет, не обращались. Никто. Но бабушка с вами консультировалась? Да, она получала консультацию. Ну, последний раз, это было почти, наверное, год назад, биологический отец никаких попыток для установления отцовства не предпринял. Сейчас ребенок переведен. Замещающая семья находится у нас. Яна утверждает, что и в прокуратуру, и в органы опеки письмо от нее с просьбой восстановить ее в родительских правах, заявление и соответствующий пакет документов Не поступили. верю, ложь. Я знаю, что так бывает часто в наших бюрократических коридорах, что какое-то обращение может затеряться. Даже если оно пришло к вам заказным письмом. Оно пошло в разные органы. Во всех органах и одновременно вы оно потерялось. Подожди, вы расписали. Я прошу просто сейчас прокуратуру, органы опеки проверить, поступало ли такое заявление. Если такое заявление есть, и все документы в порядке, инициировать суд о восстановлении в родительских правах. Я сильно сомневаюсь, что родительские права будут восстановлены. Но, как вы говорите, легальный шанс по закону нужно дать, если попытка предпринимается. Но я еще раз говорю, после этой программы я не верю ни одному слову из того, что здесь говорит Яна. Ни одному, ни единому вообще. Вот на самом деле, да, Яна, вам бы книжки писать, потому что вы можете много чего говорить, но то, как вы здесь проявлялись, и самое главное, как говорило ваше тело, пока вы сидели и рассказывали вот эти все истории, оно говорило само за себя, что вы врали. Да, Яна, я что хочу сказать. Я, наверное, с двух позиций могу описать эту ситуацию. Как отец, у меня 4 детей, я очень понимаю хорошо, что такое дети. И с другой позиции, как предприниматель, то, что я каждый день сталкиваюсь с трудностями, проблемами и так далее. Я когда что-то делаю не так по жизни, я сразу получаю обратную связь от этого мира. У вас сейчас обратная связь от мира очень конкретна. Вы каждому пытаетесь противоречить. Нет, это не так. Но по факту все люди вам говорят, вы неправильно что-то делаете. Видите, вот они все вам говорят. Вот, и в студии сейчас все говорят. Поэтому попробуйте вы сейчас, когда одна остались, попробуйте как-то поменять жизнь так, чтобы вам обратная связь от мира шла другая. И потом вернуться к вопросу с детьми. И никто вам не запрещает, кстати, к ним ездить, общаться. Вы говорите, что вас не пускают на порог. Ни один человек об этом не сказал. Вы позвоните хотя бы этим детям. А эти дети даже говорят, они что, все обманывают? Это ужасно, что такие люди, как вы как инкубатор рожаете детей, и дальше уже все без разницы, с кем они, что. И поэтому, к сожалению, вот в таких случаях дети становятся путем манипуляции, понимаете, путем зарабатывания средств. Можно еще добавлю, Ян? Серьезно, перестаньте со всеми спорить, во всех плохих видеть. Займитесь собой, сходите к врачу, потому что, реально вам уже даже не психолог, психиатр. Займитесь просто собой. Так за 2 года не только психиатр понадобится. Так время пришло. Сделайте этот шаг, вырастите, пожалуйста, ради своих детей. Органам опеки в этой ситуации хочется сказать спасибо и органам опеки УЛН-УД, и органам опеки Краснодарского края. Я считаю, что они сделали все правильно. Да, согласен. Я только помню один банк, куда мы с ним ходили. Мою дочь Марину обманул мошенник Андрей Дегтев. Он оформил на нее несколько кредитов и 17 микрозаймов. Мало того, что проблемы со здоровьем, инсульт. У нее страдала память. Цепочку. Забрал вашу золотую цепочку. Уговорил сдать компьютер и цепочку. Боже мой, какой позор. Он не аферист, он просто... А кто он? Бедных людей обманывать, бабки с них драть. Музыканты так живут, это Гнилая нормально. тварь! Прям кальян
нянчил денежки. Ему дал сначала одну сумму, вторую, потом третью. И где вы оказались в итоге?